Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас суббота, 24 июня, примерно 21:00 в Вашингтоне. Продолжаются дебаты в средствах массовой информации, в разных пабликах американских и европейских по поводу того, что это было. Я имею в виду поход Пригожина на Москву. Ну, вы, наверное, уже провели соответствующие дебаты по этому вопросу, поспали, проснулись утром. Сейчас я вам передам, что об этом говорят сейчас лучшие, так сказать, аналитики, представители администрации, разведслужб, Пентагона и так далее. Попытаемся разобраться, какие последствия, что дальше будет применительно к той войне, которая сейчас идет на территории Украины. Итак, после предыдущего моего видео у меня масса вопросов было, что ж там американские спецслужбы, где же искусственный интеллект, проспали. Значит, докладываю. Пригожин попал в поле зрения, то есть им начали достаточно плотно заниматься американские спецслужбы с июля 22 года. То есть буквально через несколько месяцев после начала агрессии, когда уже стало известно, что агрессия не пошла так, как на это рассчитывал Путин. Путин был недоволен военными, военные брызжали на Путина. Ну и тут зачастил к нему Пригожин. И у него и так достаточно хорошие были отношения с Путиным до этого, а тут он буквально смог провести идею, что он должен стать крупным военачальником в этой войне против Украины, и Вагнер нужно бросить именно туда. И Путин, видимо, посчитал, что это и нужно сделать. То есть сбор информации по Пригожину, вернее, даже не столько по Пригожину, сколько о его влиянии, о росте его влияния на Путина, стал активно предметом исследования, изучения американских спецслужб с июня примерно 22 года. С января 23-го этот кейс, что ли, это дело стало практически приоритетным. А в начале прошлой недели, то есть примерно за неделю до вот этого путча, мятежа вооруженного, спецслужбы Соединенных Штатов провели специальный брифинг представителей Сенатского комитета по разведке специально по Пригожину, в котором они высказали мнение, что вот этот конфликт, который разгорается между Пригожиным, с одной стороны, руководство Министерства обороны, с другой стороны, приведет к серьезной конфронтации. Когда точно она произойдет, никто сказать не мог, но мнение было такое, что она практически неизбежна. Это вот первый вопрос. Значит, теперь, что произошло? Как мы дошли, так сказать, до нынешней ситуации? Но сначала последовала так называемая ракетная атака, потом, значит, удар с вертолетов, с артиллерии, якобы по лагерю вагнеровцев. И это вроде было на территории Украины. Хотя четко место дислокации этих ударов не анонсировалось. Я знаю, да, что есть такое мнение, что это все было инспирировано, что никакого удара не было, но по большому счету это не имеет для нашего сегодняшнего исследования никакого значения, потому что он использовал это в качестве повода, на этом и остановимся. Это не имеет ничего абсолютно. Дальше, как вы знаете, он переходит границу и движется в Ростов. И вот на предыдущем видео мы закончили на том, что он фактически взял Ростов, а также взял под контроль авиабазу Миллерово, одна из крупнейших на территории Российской Федерации, где дислоцируются самолеты Су-24, Су-34, Су-35. Короче, после этого можно было наносить бомбовые удары, по большому счету, по Москве. Что вообще означает его захват Ростова-на-Дону и фактически установление контроля над теми воинскими частями, которые там расположены, в частности, над штабом той армии, военного округа, который там находится. Но по большому счету это означает, что группировка в 20 или 25 тысяч человек фактически
разбила или подчинила себя армию Российской Федерации. Причем она ее покорила, разбила, эта армия капитулировала без единого выстрела. Это беспрецедентный случай, я вам скажу, в истории российского военного искусства. Да, и трудно сказать, надо в истории еще поискать, было ли когда-либо такое. То есть Путин, его вторая армия мира внесла весомый вклад в мировую историю военного искусства. То есть штаб этой армии фактически сдался без боя отряду уголовников под руководством Пригожина. Ну и постепенно народ принял его хорошо, люди начали находить взаимопонимание с воинами Пригожина, а к вечеру это переросло уже в братание. Пригожин выдвинул фактически единственную цель, которую он преследовал своим демаршем. Ему нужна была голова двух людей. Это Шойгу и Герасимова. То есть он не ставил перед собой никаких, так по большому счету, политических целей. Он не ставил целью свержения или проведения государственного переворота. Хотя американские спецслужбы, вот в комментариях, которые звучали сегодня весь день по телевидению, они все до того, как Пригожин развернул обратно, они все задавали целью. Какая же вот главная цель? То ли он остановится на том, чтобы попугать или получить в свое распоряжение этих двух людей, то ли он пойдет дальше, ва-банк, и хочет произвести государственный переворот. Но чем закончилось? Его требованием, что ему надо две головы, и если он их не получит в Ростове, он двинет дальше, ни больше, ни меньше. То есть вот это была чисто вот такая мафиозная зэковская разборка. Пацан посчитал, что его обидели какие-то там два пахана, он на них обиделся и, пошел разбираться, разбор полетов. Захотел, получить их души, их головы, ни больше, ни меньше. Ему ответили уклончиво, вы помните, прислали там двух генералов, один заместитель министра обороны, второй – это первый заместитель начальника ихнего главного управления Генштаба, то есть второй заместитель главного военного разведчика, не сошлись во мнениях. Путин проводит мозговой штурм. Он ночью созванивается со всеми, с кем может. С утра он звонит своим союзникам по ОДКБ, просит помощи. В частности, звонит в Казахстан Токаеву. Тот отвечает весьма уклончиво. Смысл сводится к тому, что не могу я вам послать, нет у меня достаточного количества войск для этой благородной цели. Мирзоев, как мне передали, ответил тоже уклончиво, типа войск прислать не могу, но могу прислать вагон плова. Примерно так. Ну, пошутили. Тоже отказался. Дальше он звонит Лукашенко. И вот тут совершенно интересный, вариант получается. Как мы узнали к вечеру, как вы узнали, к концу рабочего дня, Лукашенко в течение целого дня вел переговоры для того, чтобы урегулировать эту ситуацию. На самом деле, как сообщили с утра на субботу, раннее утро суббота, турецкие средства массовой информации сообщили, что Лукашенко с самыми любимыми членами его семьи находится в Турции. То есть вот как началась эта буза с Пригожиным, Лукашенко, который лучше всех из ближайших государств, которые находятся рядом с Москвой и руководители которых коммуницирует с Путиным, он знает, безусловно, его лучше всех, он счел необходимым собрать быстро вещички и рвануть подальше. Ну, Путин, где Лукашенко, выходит на связь с Эрдоганом, тот связывает, видимо, его с Лукашенко. Лукашенко говорит, да, поможем, но не сейчас. А Эрдоган, то есть в российском варианте это прозвучало так, что Эрдоган выразил полную поддержку правому делу Путина, всем мерам, которые он предпримет. На самом деле, как написали китайцы, я у китайца вычитал,
китайцы, Эрдоган предупредил Путина, что он должен действовать в рамках разумного разруливания этого конфликта, то есть не позволять себе никаких глупостей. Но, тем не менее, вот таким образом Путин как-то ангажировал Лукашенко, и, видимо, впоследствии Лукашенко начал проводить какие-то переговоры, выступать посредником между Путиным и Пригожиным. Перед этим, или да, видимо, уже после этого звонка, после того, как он попросил, Путин попросил Лукашенко стать посредником в переговорах с кем? Пригожин, фактически холоп Путина, которого Путин, ну, нет, Пригожин его вскормил, ну, буквально, да, а Путин его поднял, сделал его олигархом, миллиардером, дал ему на откуп государственные контракты, он его, значит, сделал из него богом войны, или как называют, как это называли раньше, warlord, да. Ну, то есть полный холоп. И вот теперь человек, который разыгрывает себя 23 года, я имею в виду Путина, чуть ли не Юлием Цезарем, он просит Лукашенко, второго своего вассала, чтобы он поспособствовал переговорам с фактически холопом Путина Пригожин. Примерно в это же время Путин выступает с известным телеобращением, в котором обвиняет Пригожина. Я вам специально говорю, буквально по пунктам, что важно, чтобы понять суть происшедшего. Итак, он называет Пригожина предателем, изменником, человеком, который вонзил нож в спину родине и народу, которых, в общем, своими действиями готов погубить из-за своих амбиций. Он будет самым жестоким образом наказан и в рамках закона, и перед народом. Короче говоря, его ждет жестокая кара. Вот так оно все это прозвучало. И в это же время, значит, он налаживает переговоры. О чем тогда разговаривать, если ты такой грозный, собираешься все это предпринять? Путин хочет посмотреть, что дальше будет делать Пригожин. И если бы Пригожин дальше сидел в Ростове, видимо, как-то это дело бы рано или поздно все и затихло. Но рецидивист Пригожин оказался настырным и двинул на Москву. Значит, с чем он туда двинул? Когда начал он операцию, пересек границу Украины и зашел в Ростов, он утверждал публично, что у него под ружьем находится где-то 25 тысяч человек. Сразу же американские, британские эксперты, значит, выразили сомнения в реальности этой цифры, ну и сказали, что где-то их там 10 тысяч, 10-15. То есть в Ростове он оставил часть, и, наверное, основную часть, потому что в Ростове ему надо было контролировать. Там находилась штаб российской армии, ни больше, ни меньше, штаб фронта. И надо было контролировать ситуацию. То есть он выделил меньшую часть из того, что у него было. И когда они начали двигаться уже по трассе М4 в сторону Москвы, опять-таки американцы то ли спутника, то ли еще что-то не задействовали. Короче, они насчитали, что в колонии в этой Пригожинской движется от 150 до 340 машин. Но даже если взять 340 машин, то все равно там не получится гигантская армия. То есть там и близко нету 20 тысяч, там даже 10 тысяч не наберется. Так где-то, 5 может быть, 6. И вот с этим он шел на Москву. Поначалу этот поход напомнил мне поход Че Гевары, героя Кубинской революции, когда он решил, что вот надо сделать в других странах Латинской Америки то же самое, что на Кубе, то есть просто высадиться небольшой команде революционеров в любой стране, а там народ уже подготовлен, своего рода троцкизм. Для Че Гевары это закончилось печально. Его сдали и убили, расстреляли. Я не знаю, в курсе был Пригожин или не в курсе этой истории, но он смело двинулся. По пути там они уничтожили некоторое количество вертолетов, самолет, по-моему, они сбили. То есть оказались мастера своего дела. Путину надо было посмотреть, что будет происходить. И вот это продвижение, в ходе которого
к Москве, в ходе которого Пригожинский конвой, колонна фактически не встретила сопротивления, вооруженного сопротивления со стороны сил, которые должны быть лояльны Путину, Кремлю. С одной стороны, значит, этот конвой обходил города, в частности, Воронеж, Липецк, таким образом, чтобы не сталкиваться с теми силами правоохранительных органов или местные ФСБ, или какие-нибудь там гарнизоны, которые там находятся, Росгвардия. Но те, которые находились в городе, они трусливо там сидели и боялись вылезти, чтобы встретить боем Пригожинскую колонну. И это, видимо, послало страшный сигнал Путину. Он перепугался. То есть вот за все время он двигался стремительно. Пригожин не встречал на своем пути никакого сопротивления. Абсолютно. А в Ростове он фактически поставил на колени целую армию в лице ее штаба. И там чуть ли не начались братания. И вот это, видимо, повергло Путина в шоковое состояние. Пока Путин, то есть Пригожин, двигался к Москве, в это время, значит, тут выступали эксперты по американскому телевидению и ломали голову, что же он собирается предпринять. То ли менять Путина вообще, производить государственный переворот, то ли довольствоваться получением головы Шойгу и Герасимова. Никаких политических целей он не ставил, но в попытках проанализировать, кому же он, к чему он апеллирует, каким силам в Российской Федерации, все сходились к мнению, что это ультраправые, скажем так, ультранационалисты, которые, может быть, еще хуже и Путина. Хотя, скажу я вам, из тех высказываний, которые я слышал от Пригожина, он может быть где-то и ультранационалист, хотя я этого не услышал. Но я услышал, что он прагматик, то есть человек, который реально понюхал пороха, он знал, что это такое, и он знал, что так руководить войсками, как руководят вот эти двое, по крайней мере, он их выбрал. Он не мог выбрать всех военачальников, что так руководить нельзя, потому что это просто против здравого смысла. Ну и оставалось ему где-то 200 километров, когда прозвучало, да, в Москве в это время, согласно тем сообщениям, которые передавали американцы, британцы, царила, почти паническая атмосфера. Во-первых, было объявлено, что понедельник будет нерабочим днем. Затем было объявлено, что все публичные мероприятия в Москве и области отменяется до 1 июля. Появились там какие-то военные машины, автомашины, некоторые БМП, по-моему, там появились, танков я не видел. Были сведения, что гнали в Москву по железной дороге составами, а также по воздуху гнали мобилизованных резервистов, а также вроде бы военнослужащих срочной службы. То есть 2 танковые дивизии там придворные, которые, значит, находились традиционно со времен Советского Союза в окрестностях Москвы, это Кантемировская и Таманская дивизия, они, по крайней мере, до того, как Пригожин принял решение повернуть обратно, они не были выведены на улицы Москвы. А, кстати, они с самого начала, когда задумались эти дивизии и располагались там, где они располагаются, идея была, что в них они будут укомплектованы таким образом, чтобы, там это псы режима должны были быть, любого режима. И если враг или какая-нибудь внутренняя смута, значит, они выдвигаются в Москву и спасают режим. Это уже не сработало. Не сработало во время августовского путча 1991 года, когда эти дивизии проявили полное равнодушие к существующему режиму и отказались, я имею в виду режиму, коммунистическому режиму, Советскому Союзу, и отказались его спасать. То есть, может, их принципиально решили не выводить, не знаю, и гнали со стороны, где более злые,
злые люди, ну, там, может, бурятов, типа, или откуда-то еще из глубинки, которые были бы не прочь помочить москвичей, если бы они попали под руку. Хотя, с другой стороны, я себе представляю, то есть Путин еще отчаянно боялся вызвать панику. И представьте себе, значит, народ рано или поздно бы узнал, что на столицу идет, ну, фактически банда уголовников, ну, хорошая, хорошо обученная военному делу, в составе, ну, 6 тысяч человек. И тут выдвигаются танки, 2 дивизии, еще бы туда выгнали этих самых спецназовцев и ВДД. То есть это кошмар, получается. Кто у нас руководит? Тут же идет вроде специальная военная операция за границей, то есть в Украине. А здесь-то что это происходит? То есть он, видимо, Кремль не хотел вызывать панику, может быть, он не хотел раньше времени разворачивать вот эти подразделения, которые находились под Москвой. И интенсивно вел переговоры, как потом оказалось. Ну и да, американские корреспонденты, значит, рассказывали свои истории из Москвы, опрашивали россиян, которые там проживали, то есть своих контактов, своих источников, там прямую и те рассказывали, что ну тут царят такие настроения среди населения, ну паники пока нет, но к этому делу очень достаточно близко подходит ситуация. И народ даже поговаривает о смене режима. Ну, спокойно так поговаривает, без ох и ах. То есть, если бы Путина в результате сковырнули, никто бы не зарыдал. Вот этот дутый, то есть, вот этот рейтинг 80, там, 88 или 78%, который рисует Путину, оказался полным фейком. Народу было пофиг, как ему было пофиг в августе 91 года, когда рушился Советский Союз, а сейчас вот эти представители националистов, которые тогда, наверное, ходили в коротких штанишках еще, сейчас рыдают вот о геополитической катастрофе. Ну и в конце концов, грянул гром среди ясного неба. То есть здесь сейчас, вот в это время CNN, супер программа как раз идет, где супер их звезда, военный корреспондент в бывшем Кристиан Амампур, собрала лучших экспертов, 4-звездный генерал, бывший командующий НАТО, бывший начальник советского отдела ЦРУ и другие очень умные люди все же обсуждают, что же будет дальше, и тут бам, грохот среди ясного неба. Достигнуто соглашение, компромисс. Пригожин разворачивается и идет обратно на зимние квартиры, то есть в лагеря. И вот тут-то самый большой вопрос. Если раньше самый большой вопрос был, какие же его цели, то после этого самый главный вопрос, а что это было? Ну и кто выиграл, кто проиграл. Примерно в это время из территории бывшего Советского Союза мои знакомые начали слать мне всевозможные смски, доказывали, что это очень тонкая операция Путина, которая была с самого начала задумана, это все был спектакль. Другие говорили, что Путин однозначно выиграл, Пригожин проиграл. Ну, давайте посмотрим, значит, что произошло. Вот идет человек, у которого под командой 6 тысяч, и идет он. Значит, он прошел достаточно большой путь, он обошел два города. Но впереди Москва, громадный город, 6 тысячами. Он может его захватить? Я думаю, что шансов на это 0, мизер. Может ли он пробиться и захватить Путина? Думаю, тоже шансов мизер, потому что, ну, там были разные сообщения, но я практически уверен. С самого начала, с утра сказали, что вот он произнес эту речь и свалил на Валдай, на золотой унитаз к себе в поместье. Не знаю, как насчет Валдая, но абсолютно уверен, что Путин не стал бы ждать, пока Вагнер дошли бы до Кремля и вытащили его оттуда за ноги. Как в свое время вытаскивали за бороденку российских царей во время, по-моему, это был медный бунт тогда. Так вот, значит, что дальше делать? Ну, подошел ты к этой Москве, у тебя 6 тысяч, и что ты будешь с ними делать? А с тобой никто, допустим, не разговаривает. Ну и вот ситуация. Народ
кинулся бы народ, москвичи бы кинулись брататься бы с Вагнером, как это начали люди к этому времени примерно с ними брататься в Ростове. Очень сомневаюсь, очень сомневаюсь. Таким образом, это был дерзкий блеф. Столкнулись два, вот как Суровикин сказал, мы одной крови, когда он обращался к вагнеровцам. К вагнеровцам. Я вам скажу, что вот Путин и зэк-рецидивист Пригожин – это по крови одни люди, потому что Путин, он такой же. Он не рецидивист, не зэк, но по природе он такой же. Он живет по таким же понятиям. У них похожие темпераменты, кроме одного. Оказалось, что Пригожин – это рисковый парень и может идти ва-банк. Путин оказался трусом. Потому что, то есть если бы он не предложил, то есть они вели переговоры вот чуть ли не целый день, да, пока на расстоянии до 200 километров подошел Вагнер к Москве. И только тогда, видимо, в Кремле Путин решил слить воду. В чем выражалось это сливание? Ну вот возьмите текст того, что сказал Путин на весь мир утром, грозно хмуря лобик, называя, значит, своего холопа изменником, предателем. А помните, он перед этим нашумевшее его заявление, ставшее чуть ли не мемом. Что вы не можете простить? Предательство, сказал Путин. И тут, значит, предательство. Он его, причем не просто против России, народа, он Путина предал, который его вскормил. Но это как вот, я не знаю, против Юлия Цезаря восстал какой-то холоп. Или вот восстание гладиаторов, Спартака, холопы восстали, рабы. Ну что с ними, чем они закончились? Их распяли на крестах, да? В истории России Стенька Разин четвертовали. Емелька Пугачев тоже приговорили к четвертованию, но потом заменили на отрубание головы, а потом колесовали. Вот так вот поступали императоры, под которые 23 года косил Путин. Вернее, там император была одна, это императрица Екатерина II. А тут примерно такой же вариант, и он уже забывает, что он сказал, как он обозвал Пригожина, и он ему предлагает вот эти условия. Что за условия? Ну, из того, что стало известно так вот официально. Значит, уголовное дело, которое утром объявила ФСБ, вооруженный мятеж, ни больше, ни меньше, тягчайшее государственное преступление. Значит, все, нафиг. Не будет его. Ну как же не будет? А что же это было? Вот на дыбу поднята вся страна. Такого не было в ее истории, чтобы даже Емелька, Пугачев и Стенька Разин до Москвы не доходили, а этот дошел. Это была фактически капитуляция, то есть уголовного дела никакого. И как это объяснить народу, кроме как мычать или вообще никак не объяснять? Да, говорящие усы Пескова заявили, что есть вещи поважнее, чтобы не пролилась кровь. Но это такое, это заявление на обывателя, но это несерьезное объяснение со стороны государственного чиновника. А закон что тогда? Тогда можно, значит, поднимать мятеж, замахиваться на священную власть, самую высокую, и если это будет сопряжено с возможностью пролития крови, а мятеж всегда сопровождается пролитием крови, то, значит, надо отменять это уголовное дело. Короче говоря, это, смешно. Никакого уголовного дела против изменника, предателя, вонзившего нож в спину и Путину, и народу, и родине Пригожину. Нет. Никаких уголовных дел против вагнеровцев. Те вагнеровцы, которые не принимали участие в этом мятеже, они даже могут подписать контракт с Министерством обороны. А те, кто принимал участие, просто куда-нибудь там поедут на гражданку работать. Но, опять-таки, никакого уголовного дела. Пригожин переедет на место жительства в Беларусь. Вот, собственно говоря, и все. Я не питаю никаких иллюзий, что все эти вагнеровцы и Пригожин, они не жильцы. То есть с ними поступят не как по закону по военному времени, а как в мафии, по законам мафии.
они будут отстреляны, я думаю, с Пригожиным вряд ли в него будут стрелять, найдут другие средства, там всевозможные ядохимикаты. Короче говоря, он тоже не жилец. И он понимал это наверняка, когда шел на это дело. Но это принципиальный, серьезный зэк, который хотел заявить свое «я» и сделать Путину «ша», так, козу на весь мир. И коза получилась, потому что весь мир наблюдал за этим с раскрытым ртом. Тут вообще вот сколько эта вся эпопея длилась, ну просто ужас какой. Я не помню другого такого. Ну, пожалуй, да, вот начало агрессии против Украины, такой же ажиотаж был. Значит, я вам рассказывал в предыдущем видео, что Байден приказал своим ближайшим окружению отменить все загранкомандировки, которые планировались, они были отменены, и было объявлено, что все они будут находиться здесь, обсуждать, работать над этим вопросом всю следующую неделю. Они действительно проводили огромную работу. Дипломаты, политики ринулись, значит, были проведены интенсивные переговоры со странами G7, со странами Евросоюза. Далее были проведены особые переговоры с теми странами в Европе, которые, как было сказано, где-то симпатизировали Российской Федерации, во всяком случае не выступали против нее так резко, тормозили санкции или выступали против санкций. Ну, первое, что приходит на ум, конечно, хотя ни одна страна не была названа, я думаю, работали с Венгрией, да, прежде всего. И, ну, и с Австрией, наверное. С Венгрией, с Австрией, кто там у нас еще? Сербия, да, Турция, возможно, все-таки тоже где-то да, натовская страна. И было объявлено, это сказал в программе MSNBC конгрессмен от штата Колорадо Джим Кроу. Он сказал, что от этих стран, вот в результате этого похода, демарша, Пригожина были получены очень хорошие отклики. То есть они увидели, что происходит в Российской Федерации, и они поняли, что с этой страной надо завязывать, что с ней нельзя быть в нормальных отношениях. Это контрпродуктивно, это к тебе в конце концов ничего не принесет. Почему? Потому что то, что сделал Пригожин, я бы назвал это так. Он публично совершил акт садомазохизма с Путиным, о котором наблюдал фактически весь мир. Он его опустил, ну, дальше некуда. Причем он же зэк-рецидивист, говорят, что когда-то он сам был подвергнут подобной экзекуции, он знал, что он делал. И это произошло, это свершилось. То есть после этого интересный мем, очень удачный, пошел по пабликам о том, что российская армия, 21 год была вторая армия в мире, 21-й, 22-й год она стала второй армией в Украине, а 23-й путинская армия стала второй армией в России. Но произошло еще, да, мы все это знаем, мы это все видели, обсуждая ход развития военных действий в Украине. Но сейчас произошел акт полного я бы сказал, акт эксгибиционизма, в ходе которого оказалось, что внутренняя система, не только армия, но вся внутренняя система вот этого путинского государства – это трухлявый, гнилой пень, который был до сих пор закрыт бархатной занавесочкой с золотыми блестками, который видел весь мир, но и вот считал, что все государство такое. А сейчас оно все рухнуло. Пригожин его уронил, вот эту занавесочку. И там, значит, все трухлявое нутро путинского режима, которое, как оказалось, Путин не контролирует обстановку вообще. В стране нет силы, которая может справиться, защитить государство, власть, столицу от банды в составе 6 тысяч человек приблизительно, которая идет, не бог весть как вооружена. Причем, еще одна проблема, которую высказывали представители американских спецслужб. Они говорили, вот когда он двигался, он уже обошел Воронеж, они говорят, у него осталось еще логистики где-то на 24-48 часов. После этого закончится. Логистика – это бензин, видимо, горючее, видимо, провиант, видимо, еще что-то нужно там ему, продукты там и так далее.
Но самое главное, видимо, это вот оружие и горючее в большом количестве. И вот тогда, значит, наступят очень сложные для него времена. Но не только это. Короче говоря, демарш или поход Пригожина показал, что Путин, он не только, путинская Россия, не только источник дестабилизации в регионе, имеется в виду война, агрессия против Украины, то есть вот его действия агрессивные вносят дисгармонию и нестабильность на евразийском суперконтиненте, да, но он вносит нестабильность в свое собственное государство. То есть китайцы были ошарашены. Но я вот искал, что они, значит, писали по этому поводу. Они писали резкие, вернее как, они не высказывали свое мнение. Собственно говоря, как не высказывал мнение Соединенные Штаты и европейские страны. Намеренно я объясню почему. Но китайцы использовали те, значит, высказывания, которые делали политики, в общем, комментаторы на Западе в отношении того, что происходит. То есть сами китайцы были в ужасе. И теперь, значит, подводим итоги. Что получилось? Путинское государство, то есть Путин, лично он, и вся его государственная структура показались как вот этот трухлявый пень. Произошел акт эксгибиционизма и опускания лично Путина. То есть он опущенный теперь на международной арене. Как сказал конгрессмен Кроу, американские дипломаты, которые вели переговоры с странами, которые до сих пор были более-менее лояльно настроены к Москве, значит, от них были получены замечательный ответ. То есть надо ожидать, что вскоре Путин окажется совсем один. Я думаю, что это должно касаться и Китая. Иран заявил, Путин же прозванивал всех ближайших союзников. Иран сообщил, что это внутреннее дело России, что там происходит. Вот пусть Путин там и разбирается в своих внутренних делах. Эрдоган, как я вам сказал, то, что ему приписали в российских СМИ, и то, что сообщили китайцы, это две разные вещи. На самом деле, согласно китайцам, он сказал, что надеется, что Путин будет применять или руководствоваться здравым смыслом и разумом, разруливая эту ситуацию. Ну вот до такой ситуации довел Путин политически свою страну и самого себя. То есть Пахан, он не только Акела промахнулся, он не только обнаружил всю свою неадекватность, его еще и опустили. Под конец шоу, то есть окончательно. Вот, собственно говоря, какую роль скажем так, в политическом, дипломатическом, военно-политическом плане, стратегическом сыграл демарш Пригожина. Более того, то есть мы с вами еще обсуждаем то, что сказали, объявлено о достигнутом консенсусе или договорнике публично. Да? Но некоторые телеграм-каналы, которые проявили себя в ходе вот этого конфликта за последние 24 часа, 48 часов, да, которые явно обнаружили себя, что они не являются независимыми, объективными, а по-прежнему являются сливными бачками Министерства обороны, прежде всего Главного управления Генштаба. Так вот, они, значит, сообщили, что там есть еще один пунктик этого договорника. Пригожин хотел 2 головы, и он их получит. Но, видимо, договорились так, как договорились советские, как Хрущев с Кеннеди, вернее, их представители договорились по поводу урегулирования Карибского кризиса. Тогда же официально было объявлено, что значит, Советский Союз убирает свои ракеты с Кубы, американцы, значит, отводят там свои войска. Было объявлено также, да, но, значит, был тайный пункт договоренности, согласно которому американцы обязались убрать свои ракеты средней дальности, которые были развернуты в Италии тогда и в Турции, но об этом объявлено не будет. Потому что Роберт Кеннеди, министр юстиции, это брат президента, он сказал, если вы не примете это наше условие, никакой договоренности не будет. Американцы не хотели показывать, что они тоже что-то убрали. Ну, видимо, такая примерно
договоренность была и сейчас, что не будет сейчас объявлено о том, что Шойгу и Герасимова, значит, уберут со своих должностей, а это будет сделано в рабочем порядке, как сказал по этому поводу Песков, что эти такие вопросы – это прерогатива Верховного Главнокомандующего, президента, и только он может это решать, и поэтому мы не могли в ходе переговоров вот этих с Пригожиным эти вопросы не могли подниматься, ну, могли, не могли, но вот эти сливные бачки ГУ, ГШ, то есть ГРУ, более известно под названием ГРУ, они пишут, что решение по ним принято. Видимо, через некоторое время мы узнаем, что их не уволили, нет. Они уйдут на почетную пенсию. Возможно, там Шойгу дадут звание фельдмаршала, прицепят ему какую-то очередную звезду, в чем его обвинял Пригожин. Вот. Ну, Герасимову что-то дадут. Видимо, во всяком случае, сливные бачки ГРУ говорят, что достигнута, такая договоренность достигнута. Ну вот, собственно говоря, главные итоги, которые были достигнуты Пригожиным в ходе его вояжа или похода на Москву. Тут же еще надо вот что сказать. Он же обвинил Путина, там, ну ладно, Путин называл его предателем, ладно, Путин хозяин, этот холоп, Путин мог обзывать его разными словами. Но Пригожин фактически обозвал своего хозяина лжецом. Он же сказал на весь мир о том, что эта история, которой Путин оправдывал агрессию против Украины, что это сплошной фейк, не было никакой угрозы со стороны НАТО, не было никакого угрозы со стороны Украины. Все это придумано. То есть он объявил Путина лжецом. Откровенно совершенно. И тем не менее, вот такой договорняк, который однозначно говорит, что Путин в ужасающей ситуации, а вместе с ним все его государство, которое фактически висит. Вот 6 тысяч человек могли перерезать эту ниточку, на которой висит этот трухлявый пень, он бы рухнул бы и рассыпался. Теперь практический вопрос. Что для Украины? Ну вот смотрите, значит, первое. Вагнер ушел с полей сражения, а это была самая эффективная единица боевая со стороны России. То есть уже легче получается. В то же время вот генерал Кларк и генерал Хертлинг, они объясняли ситуацию следующим образом. То есть вот перед служащими в ВСУ, которые находятся сейчас на линии соприкосновения, им так по большому счету десятое дело, что там происходит в Москве, что происходит в соцсетях. Перед ними находится первая линия обороны противника, там мины, им нужно разминировать, преодолеть первую линию, а после этого другие линии, и вот их надо опять их преодолевать. То есть перед ними конкретно стоит задача. И они должны ее решать. Ее никто не снял, не отменил. Можно надеяться, что... Вернее, вот лично у меня были надежды. То есть в случае наиболее благоприятного исхода этого мятежа могла рухнуть вся система управления. Но это такое вот самое на грани мечты. Была у меня такая идея, могла рухнуть система управления войсками Российской Федерации в Украине. Это да, это был бы класс. Или мятеж бы захватил другие части. Хотя, по большому счету, то, как братались фактически, то, как пропускали воинские части и другие вооруженные подразделения России, пригожинцев на Москву, и как их без единого выстрела им сдались в Ростове, фактически целая армия, свидетельствует о том, что эта армия, вооруженные силы Российской Федерации, то есть моральное состояние там просто ужасающее. Еще один толчок, такой серьезный, более-менее серьезный, и это все может превратиться, вот как домино все покатиться. Есть такая возможность. Но тем не менее, что еще? Что еще произошло? Помимо всего прочего, такое впечатление, что произошел еще один серьезный сдвиг в понимании на Западе, и прежде всего в Соединенных Штатах Америки, что надо давать Украине все необходимое оружие для радикальной победы.
включая то оружие, которое до сих пор не давалось. Более дальнобойное оружие с большим радиусом действия и с большей убойной силой. По этому поводу, значит, вели соответствующие переговоры с Великобританией, американцы с британцами обсуждали эту тему, а эта же тема обсуждалась в рамках НАТО. И, как заявил один, значит, прозвучало это, по-моему, то ли CNN, то ли MSNBC, один из дипломатов, участвующих в этих переговорах, когда его спросили, как теперь, узнав, что такое, то есть убедившись, что это все трухлявый пень, ну пора прекратить выдумывать всякие себе красные линии, забыть о них и дать Украине все необходимое для того, чтобы подавить сопротивление орков на полях сражения. Он сказал абсолютно. То есть вот этот эксгибиционизм, это демонстрация трухлявости всего путинского режима, как положительный, с моей точки зрения, одно из самых положительных последствий должно иметь то, что, видимо, американцы и другие партнеры по НАТО наконец-то дадут то оружие, которое можно будет мочить орков и по всей территории Крыма, а также, я очень надеюсь, в границах Российской Федерации, с тех баз, с которых осуществляется нападение на Украину. Вот, собственно говоря, что бы я хотел вам сказать о тех итогах, которых я вижу, имели события последних 2 дней. Я считаю, что Пригожин выдавил все. То есть он отработал на 100%. Он оказался большим мастером блефа, чем Путин, который тут уже 22 года пугает, или 23 года пугает ядерным оружием, сделанным из ДСП, который он перевез на территорию Беларуси. А Пригожин явно взял его на гоп-стоп со своим рейдом 6 тысяч человек на Москву. И он максимум отработал, потому что, ну, ладно, окей, если бы Путин не договорился с ним, но зашли эти 6 тысяч в Москву, ну, что дальше было бы, я себе не представляю. То есть рано-поздно их бы перестреляли, и все бы этим закончилось. Я не верю, что московский гарнизон, все эти дивизии перешли бы на его сторону, но Путин, видимо, это понимал. То есть он, видимо, понимает, какое моральное состояние его вооруженных сил, а следовательно и всего, так по большому счету, народа. Таким образом, еще один фиговый листок, которого лишил Путина Пригожин за последние 24 часа, это вот этот листок блефа. Это последняя карта, последнее оружие, которое, значит, еще использовал Путин в своих боданиях с Западом. Это ядерный блеф. То есть на этом можно поставить полностью точку и забыть обо всем этом. Вот, собственно говоря, дорогие друзья, что бы я хотел вам рассказать. То есть демарш или маневр, или поход Пригожина, он не вызвал у меня 100% удовлетворение, 100% было бы, конечно, крушение командной этой самой системы управления вооруженными силами Российской Федерации, по крайней мере в Украине, но в остальном это было очень эффективное и очень полезное мероприятие, и прежде всего для Украины. И это было ужасающее событие для Российской Федерации, для путинской России и для Путина лично, потому как вот после того, как стали обсуждать, а что это было, здесь, в Вашингтоне, преобладающее мнение, это было невиданное унижение Путина, то есть от его имиджа, который при помощи подконтрольных средств массовой информации Путин создавал в течение 23 лет, не осталось ни следа. Все это исчезло. Вот на этом, дорогие друзья, позвольте закончить это видео. Как всегда, слава Украине, вооруженным силам, враг будет разбит. Победа будет за нами. Карфаген, вернее, Мордор, как и Карфаген будет разрушен. Вам, дорогие друзья, выдержки, мужества и твердой уверенности в нашей неизбежной победе. До скорой встречи!